Друзья, всем привет! Я сейчас просто на седьмом небе от эстетического удовольствия. Я сегодня покажу вам 4 очаровашки из рубрики «Очарование и разочарование месяца». Но сегодня разочарований в цветении орхидей не будет. Сегодня только очарование. 4 космических, обалденного окраса орхидей, одна из которых просто вот меня сводит с ума. Она сейчас стоит под видеокамерой, я на нее смотрю, и у меня прям кружится голова. Я уверен, она тысячи зрителей, друзья, тысячи из вас, тех, кто сейчас смотрит это видео, покорит своей нежностью, нежным. Это биглип. Это биглип. Забегая вперед, я сегодня покажу 2 биглипа и 2 маленьких красотки, обе ароматные. В общем, 4 орхидеи. 2 орхидеи — это 2 азиатских подростка, были куплены в прошлом году, и оба они зацвели в первом своем домашнем цветении. И 2 взрослых орхидеи я в прошлом году купил, но они были в таком ушатанном состоянии, они были в уже отцветшем состоянии, и понять, какое у них реально настоящее цветение, было практически невозможно. И вот сейчас они раскрылись, я на них смотрю, и я, вот знаете, я даже не верю этому счастью обладания как минимум одной из этих орхидей. Ну, в общем, друзья, давайте все по порядку. Я сейчас крупненько прям покажу вам эту красоту. И я уверен, вы поделитесь своими впечатлениями обязательно в комментариях. Особенно про ту орхидею, которую я покажу на закуску, последний. Так, друзья, ну начнем с первой орхидеюшки, вот с такой вот малявочки. Я сегодня специально закрыл напротив окошко для того, чтобы свет не светил с той стороны, а вот с фасада цветочка светил, и можно было разглядеть его натуральную красоту. Друзья, посмотрите вот на эту красотку. Неоново-фиолетовый у нее язычок, неоново-фиолетовые губки, такое все светящееся, окрас какой-то, знаете, морковно такой кирпичный, выцветший. Это, друзья, орхидея бабочка, как вы видите, такого, ну, мультифлорного, она, ну, может быть, мини, ну, в общем, это один цветочек у нее, к сожалению, вот в первом своем домашнем цветении она расцвела одним цветочком, хотя у нее вот здесь есть цветонос, это цветонос был цветение еще у садовника на Тайване, но сюда, в Россию, к нам эта орхидея попала, ну, уже с завядшим цветочком, цветоносом отцветшим. То есть понять, как эта орхидея цвела, было невозможно. И вот сейчас эта орхидея зацвела в первом своем цветении. Вот такая вот красота. Это, друзья, орхидея. Я сейчас достану бирочку с названием. Все, как мы любим. Вот так вот называется эта орхидея. Manchnow Butterfly F181. Вот такая вот красота. Очень интересно. К слову сказать, эта орхидея очень, ну как очень, не очень, а ароматная. Средняя ароматность у этой орхидеи. Такой, знаете, ну, аромат на любителя, я бы так сказал, ближе все-таки аромат к такому, знаете, немножко мужскому парфюму. Такой, знаете, он деловой запах у этой орхидеи. Ну, очень-очень интересный. Вот такая вот красотка. Сегодня это будет у нас первая орхидея в обзоре из 4 орхидей. В общем, посмотрели. Сейчас я ее еще чуть-чуть вам приближу, чтобы вы ее рассмотрели прям вот в деталях. Вот такая вот она красотка. Камера у меня позволяет делать вот такую вот крупную съемку. Вот такая вот. Так, ну давайте дальше. Дальше интереснее и вкуснее. Это у нас была первая орхидея. Вторая, друзья, ну, вторая орхидея, ну, скажем так,
Я думаю, что многие ее уже видели, такую орхидею, но это вторая орхидея Анаконда. У меня есть уже орхидея Анаконда. Это еще одна, но только немножечко в другом окрасе. Я собираю орхидеечки Анаконды. Это у нас, сейчас я вам название покажу. Вот такая вот красотка. Вот так она называется. Зинкмин Анаконда. Вот такая вот она. По аромату, друзья, у нее такой тонкий, сладкий, нежный, ненасыщенный, а такой, знаете, я бы так сказал, ненавязчивый, интеллигентный аромат. То есть она прям такая нежная, нежный такой у нее аромат, слабый, но очень и очень приятный. По фактуре своей орхидея такая, знаете, как будто бы вот из такого пластика сделана. Она такая, как будто вот вся, ну, знаете, как игрушечная, как будто вот ее из пластика отлили. Она такая тверденькая. Лепестки, цветочки у нее издалека кажутся как бы фактурными, да, ну, но когда близко так вот смотришь ее, они не выделяются, например, как у Биг Бена орхидеи, либо у Лека Сфинкса орхидеи, где вот эти вот пурпырышки, они ну, выпирают. Вот именно у этого экземпляра Анаконды окрас вот такой вот ровный, видите, такой, знаете, вишневый, точнее не вишневый, ну да, вишневый, он скорее вишневый на таком вот каком-то морковно-желтом цвете, не чистым желтым, но орхидея очень и очень интересная. Так, ну что, теперь медленно продвигаемся к фаворитам. Значит, купил в прошлом году, друзья, вот такую вот орхидею. Это, значит, один из двух биглипов. Если я вам покажу вот это название, то для многих это название, ну, собственно, ни о чем не расскажет. Орхидея достаточно в хорошем состоянии. Пошла в рост. Покупал я ее с двумя цветоносами, но оба цветоноса уже были, ну, такие, закончили свое цветение. И вот, друзья, орхидея нарастила новенький свой цветоносик и выдала вот такую вот, друзья, красоту. Посмотрите, какой биглипчик. Просто обалденный. Посмотрите, какая красота. Орхидея такая венозная, но вот когда на нее смотришь вблизи, то начинает, ну не знаю, такое ощущение, что расплываться зрение от вот этой вот пестроты, что ли, да, в отрябе, отрябе, скорее всего, полосочек и точечек. Вот если вы присмотритесь к этой орхидее, она, помимо всего прочего, что она венозная, она еще и обладает вот такими, видите, конопушками-веснушками лилового окраса на каком-то таком нежно-оранжевом, что ли, фоне. Ну, очень своеобразная орхидея. Это такой, знаете, орхидея спиннер. Называются подобные орхидеи. Почему спиннер? Потому что, помните, такие были трехлопастные игрушки, в середине держали и крутили ее, а она там крутилась как волчок в руке. Прям повально было какое-то время. Спиннерами называли эти игрушки. Трехлучевые, такие трехлопастные. И вот этот биглип, он повторяет ту самую игрушку спиннер. Вот три одинаковых у него луча. Раз, два, три. Три таких лопатки, три лепестка спереди, три сзади. Вот такая вот она интересная. Еще ее называют как-то там, какая-то там босая нога, что-то такое вот. Но я редко так слышу такое сравнение, а вот спиннер, орхидея спиннер, биглип спиннер, слышу очень часто. Вот такая вот орхидея. И, соответственно, название. Кто-то где-то ее называет еще орхидея калейдоскоп биглип. Тоже имеет место быть, но у садовника вот такое вот название Sogovery Maple биглипчик. Вот такая вот красота.
Я специально ждал, когда она зацветет, чтобы сделать уже ее пересадку этой орхидеи. Я ничего не делал, не пересаживал. Вот такая вот она красоточка, которая не оставляет, но я думаю, что многих равнодушными. Так, ну и к гвоздю сегодняшнего обзора орхидей очаровашек перейдем к четвертой орхидее, которая просто свела меня с ума. Я, честно говоря, когда смотрел эту орхидею на картинке, то она на картинке у садовника, ну, скажем так, была, ну, по-другому немножко цвела. Но когда она раскрылась в домашнем цветении, магазинное цветение я не видел, потому что когда купил и распаковал ее, когда мне ее отдали, то когда я ее получил, имею в виду, она была в таком, все завядшее было, и понять, что какое цветение у этой орхидеи, было невозможным. И вот сегодня, друзья, я вам ее сейчас покажу. Ну, во-первых, с обратной стороны посмотрите. Она как орхидея сразу, друзья, я вас готовлю. Даже как легатообразные орхидеи по своему окрасу. Посмотрите, как легатообразные. И, внимание. Тедым, тедым, тедым. Посмотрите, какая красота. Ну. Разве можно устоять перед вот таким вот биглипом? Здесь прекрасно все. И краски персиковые, желтые, такие солнечные. И на нижних лепестках вот здесь вот такой, знаете, ненавязчивый краб. Видите, вот здесь вот. То есть орхидея безумно красивая. Очень и очень похожая по своим цветам на орхидеи, на легатообразные орхидеи. Но у нее, значит, у этой орхидеи названия не было у этой орхидеи. Она была под номером, тестовый биглип. Вот такой вот. Ну, сейчас, может быть, где-то уже и продаются садовниками другими подобные биглипы с названиями. Но мой вот этот вот экземпляр, он был без названия. Вот такой вот красавчик. Просто обалденный, друзья. Он настолько, ну, не знаю, мне так кажется крутым, что вот я любуюсь на него, любуюсь. Он сейчас на экранах, на ваших, вот именно так же выглядит, как вот и я сейчас его вижу, не на мониторе, а вживую. Вот такой вот он красавчик, друзья. Посмотрите. Сейчас я вам даже его немножко приближу, чтобы вы рассмотрели его фактуру. Вот такой вот он. Класс. Просто класс. Биглип обалденный. И вот если его еще рядышком поставить, вот этот биглип спиннер. Сейчас я вам покажу. Вот этот биглип спиннер. Два биглипа просто очарование. Они поражают, ну не знаю, поражают хомяка орхидейного внутри просто на раз-два. И вот я бы, знаете, сидел бы и, ну не знаю, наверное, не полчаса бы провел за созерцанием вот этой вот красоты. Все, друзья, вот такие вот сегодня выпуски орхидеи очаровашки. Кстати, забыл сказать, что орхидея анаконда, вот этот вот, он тоже ароматный. Имеет такой, может быть и сказал, просто уже забыл, такой тонкий, хороший, нежный аромат. Вот такие вот сегодня красотки, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!